Этот морковный пирог словно сама осень. Яркий цвет, насыщенные, согревающие ароматы корицы, имбиря и других пряничных специй. Неповторимая текстура, которая понравится всем, кто любит пирожное картошка и шоколадные брауни. Пирог приятно вязкий, обволакивающий, а нежный сметанно-сливочный крем добавит легкой кислинки и оттенит интенсивность вкуса. Привет, друзья! Осень, пора уютной домашней выпечки и тотального оранжевого цвета как в природе, так и на наших кухнях. Поэтому сегодня берем сочную морковь и печем с ней пирог. Его мы дополним нежным кремом, чтобы сделать пирог еще совершеннее. Пирог получается нежным, влажным, сочным и очень ароматным. Даже если вы не любите морковь, обязательно попробуйте. Меня зовут Галина Артеменко. Если с вами мы еще не знакомы, поехали готовить! Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также я продублирую его в описании. Там же будет рецепт пряничной смеси, которую использую я. По желанию вы можете использовать просто корицу, имбирь и мускатный орех. Первым делом готовлю орехи. Чтобы их вкус был более ярким и выраженным, их необходимо поджарить. Сделайте это так, как вам удобнее. Я поджариваю их в микроволновке, это очень быстро. Даю орехам остыть, после чего сшелушиваю кожицу. Делаю это без фанатизма. Что отошло, то и отошло. Теперь нужно крупно порубить орехи. Нужно, чтобы кусочки ощущались в тесте. Так они придадут изюминку, разбавят гладкую и нежную текстуру пирога. Теперь морковь. У меня домашняя небольшая морковь, поэтому я ее просто тщательно вымыла грубой губкой. Магазинную лучше очистить от кожуры. Морковь нужно грубо нарубить. Отправляю кусочки моркови в кастрюлю, заливаю водой и отправляю вариться. Нужно отварить морковь до мягкости. У меня это заняло 20 минут. Когда морковь будет готова, воду нужно слить, а сами кусочки пускай подостынут. Этим временем я подготовила форму для выпечки, чтобы она уже была под рукой. Использую кольцо диаметром 18 см, можно взять форму 20. Дно я проложила пергаментом и укрепила его фольгой, чтобы тесто в процессе выпечки не подтекало. Иногда у меня такое бывает. Борта кольца ничем не смазываю. Отправляю морковь в чашу блендера. Можно использовать просто погружной блендер. В немного остывшую морковь отправляю яйца. Если морковь будет горячей, яйца начнут готовиться. Измельчаю морковь с яйцами до состояния однородного пюре. Теперь смешиваю сухие ингредиенты. В муку отправляю смесь специй, соль и разрыхлитель. Напоминаю, что рецепт пряничной смеси в описании под этим видео. Перемешиваю сухую смесь, чтобы разрыхлитель распределился равномерно. В большую миску отправляю размягченное сливочное масло. К нему всыпаю сахар и вливаю растительное масло. Слегка перемешиваю, а затем взбиваю миксером в течение пары минут. Отправляю к маслу с сахаром морковное пюре и перемешиваю. Теперь всыпаю в миску смесь сухих ингредиентов. Перемешиваю быстро, но тщательно. Сперва делаю это ложкой, а затем разгоняю комочки миксером. В конце отправляю в тесто орехи и вмешиваю их. Оставляю немного орехов для декора. Выкладываю тесто в форму для выпечки и разравниваю его. Отправляю пирог в духовку выпекаться при 175 градусах в течение 50-60 минут. За время выпечки пирог не поднимется очень сильно, потому что тесто довольно тяжелое, но палочка из него должна выходить сухой. По желанию вы можете испечь из теста 2 или 3 более тонких коржа и промазать их кремом внутри, получится торт. Готовому пирогу даю остыть. Теперь приготовлю быстрый и простой сметанно-сливочный крем. Он, кстати, идеально подойдет для медовика, берите на заметку. Итак, отправляю в миску сметану и добавляю к ней сахарную пудру. Перемешиваю, чтобы пудра разошлась. При этом сметана станет жиже. Теперь отправляю к сметане с сахаром сливки, парой движений вмешиваю их и затем взбиваю крем до пышности и нежности. Сливки я использую домашние, густые. Желательно, чтобы они были мягкими, податливыми, то есть свежими. Если все же сливкам уже день или два, то можно аккуратно подмешать в них немного молока, чтобы они не были слишком густыми и с ними было удобнее работать. Либо просто используйте магазинные жирные сливки для взбивания. Смесь станет более плотной, будет держать очертания. Этот крем не будет очень плотным, как, например, масляный, но при этом с его помощью можно сделать красивые мазки, которые форму сохранят.
Остывший пирог покрываю щедрым слоем крема вверх и бокам. Покрываю, оставляя красивые мазки. Сейчас очень хорошо видна текстура крема и его нежность. Останется еще немного крема, чтобы подать его с готовым кусочком тому, кому захочется добавить крема больше. А такие всегда есть. Посыпаю готовый пирог оставшимися рубленными орехами. Подавать его можно сразу же, так как он влажный сам по себе, и не нужно ждать, пока он пропитается. Если этот ролик вам понравился, ставьте палец вверх и делитесь в комментариях, какую уютную выпечку вы уже готовили этой осенью. Меня зовут Галина Артеменко. Подписывайтесь, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик. Это канал «Жизнь вкусная».